предлагаешь на шейкере подождать момент, когда 5 героев сойдутся в одну точку, и ты туда дашь ХСМ. Шейкер весьма манозависимый герой, поэтому ту же руну воды, если вы можете где-то подворовать, это всегда неприятно. Только купился блин, сразу нажимается смог. Ну и в данном моменте, соответственно, ГПК ошибся. Ошибки случаются, поверьте мне, даже самые лучшие команды мира допускают с десяток, с 20 крупных ошибок. Всем привет! Шейкер не так давно зашел в мету. Наверное, сейчас, конечно, уже люди получше научились играть, но, тем не менее, Шейкер все еще сильный герой. И если мы говорим про рамки International, то сейчас герой все еще появляется в драфтах. И сейчас мы разберем и узнаем, какие детали есть у этого героя. Пишите, кстати, в комментариях, как часто сами пикаете, что собираете. Ну и мы уже сравним ваши знания против моих. За пример я, если что, взял игру команды ББ против Boom на International. На Шейкере играл, соответственно, ГПК. Если рассматривать просто самую-самую простую вещь, против кого Шейкер хорош, это прежде всего милишники. Почему милишники? Потому что у Шейкера есть замечательная пассивка, которая называется на английском Aftershock. Суть пассивки в том, что вы, когда применяете любое заклинание, соответственно, он чуть-чуть подстанивает всех в округе, плюс чуть-чуть урон. И, соответственно, когда он стоит против милишников, ему достаточно просто добивать крипов через тотем, соответственно, он параллельно чуть-чуть наносит урона милишникам, тем самым харасит оппонента, и сверху мы добавляем то, что он может и пассивкой иногда добивать крипа. Герой, в принципе, в миде, я бы сказал, стоит почти во всех милишников очень хорошо. Естественно, есть какие-то исключения, например, тот же Monkey King может его напрячь, тот же Хускар, но это все такие герои, которые, в принципе, могут многих героев напрячь. Но если, как мы видим на экране, матчап у нас свой Spirit Шейкер, то, в принципе, Шейкер на дистанции никаких проблем не может испытывать. Из нюансов, которые важно отметить, Шейкер весьма манозависимый герой, поэтому ту же руну воды, если вы можете где-то подворовать, это всегда неприятно Шейкеру, хоть, в принципе, многим героям неприятно, но Шейкер особенно сильно от этого страдает. В чем суть Шейкера, если он, например, стоит какой-то контр-матчап, тот же МК, тот же Хусик, я сказал, Квапа, например, всегда неплохо стояла в Шейкера, то этот герой за счет раннего ХСМа может убить большой кэмп плюс эншентов. Мы это увидим, в принципе, на реплее. Поэтому очень важно часто на четверке стакать крипов. Ну или если вы играете сами на миде Шейкере, то можете просить свою четверочку подстакивать эншентов. Хоть, опять же, на высоком уровне это, в принципе, всем давно известно, но на уровнях пониже, говорится, можно и напомнить. Шейкер хорошо стоит, много динаев у него, проблем особо никаких не испытывает. Руну воды вот сейчас у него подворовали, естественно, по ресурсам, как мы видим, это бьет, потому что не так много тотемов осталось, хпшка тоже уже не фуловая. Соответственно, нужно будет либо идти на базу, либо, может, даже за баунти руной сходить. Пытался под гранату Спирит как-то напрячь, но Шейкер выживает, просто идет на базу и, соответственно, ждет свой 6 уровень. Тем не менее, стоит отметить, что да, это очень круто на Шейкере зафармить эншентов ХСМом, но если у вас очень уже хорошая игра, блин, приближается, вам не обязательно рассчитывать на то, что вы пойдете и все равно убьете этих эншентов, потому что вы иногда можете и с руной хосты просто куда-нибудь забежать, навязать какой-то файт, выиграть этот файт с руной и, соответственно, уже после этого спокойно пойти и начать фармить этих эншей, даже иногда без ХСМ это возможно, если у вас есть какой-то помощник. Драка за руну была такая, что Шейкер все равно не уходил с мейн-линии, потому что понимал, что он не 6-й и недостаточно силен, чтобы прям вписываться. Поэтому спокойно зафармил пачку. Ну и вот этот момент, это на самом деле, говорю, одна из многих причин, причем ее сам Дэнди тоже, мне кажется, даже придумал, или один из первых, кто это использовал, это стак этих эншей и фарм его через ХСМ. С того момента Шейкер, конечно, чуть-чуть поменялся, потому что у нас добавили ему очень... Сейчас это врожденная способность, до этого это был аспект, называется он слагер. И суть этого аспекта то, что если вы убиваете крипа или способностью, ну или любого героя способностью или тычкой с тотема, то его труп отлетает и наносит еще больше урона. И, соответственно, вот вы видите урон телом крипа 45, урон телом героя 250, плюс еще урон от максимального здоровья. И, соответственно, логично, чем больше крипов, тем больше дэмэджа, и оно так друг на друга настакивается, и за счет этого, в принципе, Шейкер и убивает этих самых эншентов, либо какие-либо стаки. Стоит отметить то, что в этой игре ГПК решил не покупать ранний блин, а все же купить фейзы. И причина этому проста. Он очень рано зафармил этих эншей, и его и суппорты, и коры еще не готовы, даже если бы он купил блинки, пошел, грубо говоря, у нас ХСМ откатится на 9-й минуте, что-то делать. Поэтому ничего плохого в том, что вы немного оттягиваете блин, нету.
каких-то играх, да, все равно нужно пойти купить блинк и что-то делать. Но я бы сказал, что самый оптимальный тайминг, под который вы хотите рассчитывать, это блинк либо до 10, либо до 12 минуты. Это как раз 10 минута, это минута, когда спавнится руна, плюс едут катапульты, 12 минута, соответственно, то же самое. Можно думать о том, что тайминг блинка от 10 по 12, это, грубо говоря, самый оптимальный. У вас на саппортах будет экспа, у вас на корах будет экспа, и есть объективы, которые вы хотите законтестить. Как я и сказал, в принципе, товара, либо, да, под катапульты, либо руна. И здесь, соответственно, ГПК пока просто спокойно дофармливает свой блин, выходит на какие-то руны, на которые дает возможность. Смертей нету, что очень важно на самом деле для шейкера. И если вы играете против шейкера, очень важно находить вот эти тайминги, когда шейкер слаб. То есть если вы, например, установили Observer Ward и видели, что шейкер нажал ХСМ в Ancient, то вы можете задуматься о том, чтобы атаковать какую-то из боковых линий, либо же атаковать своего шейкера, потому что герой по факту из себя очень мало что представляет на этих таймингах. Вторая вещь, которая поменялась шейкером со временем, это его таланты и его дэмэдж как раз-таки со способностей, плюс его аспект. Аспект у нас увеличивает радиус авторшока за каждый уровень прокачки ХСМ. И, соответственно, у шейкера появился в какой-то момент такой интересный билд Blink Shard Kaya. И суть этого билда примерно заключается в том, что шейкер может как и напасть, нанести очень много урона и застанить оппонентов, так и когда у него нет ХСМ, он может с дистанции просто нажимать фиссуру плюс тотем, те самые выдавать весьма эффективные станы в тимфайте, и сверху, естественно, дэмэдж. Скажем так, вишенка на торте этого всего, то, что шейкер соответственно, врожденной пассивкой, с этим аспектом, плюс талантом на 10, талант на 10 это плюс 75 урона от фиссуры, он может скипать пачки. То есть он эффективно пушит линии, он эффективно может атаковать, он эффективный тимфайтер, то есть герой вообще по сути бомба. Есть тайминг, когда вы что-то покупаете, нужно заколить смог. И здесь, как мы видим, это уже уровень International, уровень тир-1, высокие команды, только купился блин, сразу нажимается смог, ни секунды задержки. И это то, что, собственно, делает команды сильными и умными. Вопрос уже куда нажать смог. Есть, иногда ты нажимаешь на оффлейнера, иногда на кэрри игрока, но основная суть в том, что очень хорошо нажимать смоки под какие-то объективы. Соответственно, если бы они тут убили морфа, они бы снесли тавер. Этот тавер считается одним из самых важных таверов легкой по одной простой причине. Это доступ к двусторонним гейтам. То есть вы можете с одной карты на другую часть переместиться. Это доступ к эншентам, который у нас находится сейчас возле тир-1 таверов. И это доступ к потенциальному торментору, который у нас там ресается на 20-й минуте. И, соответственно, дальше. Да, смог не удался, словил хороший тайминг. У нас словила хороший тайминг команда Boom со своей атакой. И так вышло, что это просто хотя бы размен товаров. То есть шейкер, в принципе, не страдает. Вторая, наверное, важная часть шейкера, это, я уже говорил, например, то, что он скипает пачки, но он также очень-очень хорошо фармит лес. Да, мы даже видели это до момента, когда он купил блин, когда ГПК просто подфармил лес, потому что вот эта пассивка, она очень-очень приятно чувствуется в лесу. Вы нажимаете 2 обилки, вот большой кэмп уже упал. А если бы там был двойной стакнутый кэмп, это еще больше золота и так далее. И, соответственно, дальше по билду у нас идет шард. Если игра прям супер хорошая, иногда можно шард купить попозже, купить Каю, но не суть. Суть остается сутью. Шейкер просто пока качается, ждет следующего момента, когда он хочет атаковать. Следующий момент у шейкера, он уже, если так, знаете, так чуть-чуть придраться, вот у тебя есть ХСМ, надо пойти что-то сделать, нужно реализовать, но все же мы говорим об высоком уровне игры, и на высоком уровне игры команды не любят брать, неправильные риски. Что есть правильный риск? Правильный риск — это когда при риске ты получишь самый максимальный выхлоп. То есть ты готов брать большой риск за большой выхлоп, но ты не готов брать большой риск за очень маленький выхлоп. Поэтому идти пытаться как-то реализовать ХСМ, когда ты можешь умереть, и, например, тот же Бристолбэк не готов тебе помочь снести мид-тавер, или тот же Найкс не готов тебе пойти где-то в тимфайте помочь, когда ты можешь чуть-чуть подождать, и, соответственно, уровень этого риска снижается, и потом пойти что-то сделать. Так работает профессиональная сцена, скажем так. Добивает шейкер спокойно свой шардик, сейчас полетит на рунку, отпушит мид. Соответственно, вот этот момент, где наглядно видно вот эта суть нынешнего шейкера, что просто фиссура плюс тотем, у тебя падают крипы. Единственное, что, конечно, вы можете придраться, сказать, так он же пачку не забрал, но здесь уже небольшой нюанс, это то, что он не убил ни одного крипа тотемом. То есть не тотемом, а скорее энчант тотемом с авторшоком плюс шард. То есть если бы он убил какого-то крипа, то крипы бы отлетели, и, соответственно, эти милишники бы все тоже погибли. Скажем так, ошибки случаются даже у самых лучших игроков.
Просто помните про то, что рано или поздно, если вы дадите фиссуру в пачку, эта фиссура или уже тотемом после вы убьете миликрипа, этот миликрип отлетит, соответственно, он заденет всех, соответственно, они там все друг друга поубивают. Ну и, соответственно, вот у нас второй смог идет уже под тайминг Найкса. То есть Найкс вот он дофармил радик, отпушили топ, и, соответственно, команда ББ смакуется в топ. Вообще, команда ББ, она такая, знаете, очень... может, это некрасиво прозвучит, скриптованная, потому что кто-то это слово так воспринимает, как будто это что-то плохое. Но это команда, которая очень хорошо действует по таймингам. И у них почти, я бы сказал, 70% игр вот этот смог под этот тайминг происходит. Вот с 15 по 18 всегда смог в легкую линию у них будет свой. То есть, будь играя не Radiant, играя не Dire, они всегда этот смог в этот тайминг нажимают. Ну и, соответственно, этот смог привел к тому, что убили они двух героев, Шейкер подкачался, дальше Шейкер просто идет до следующего ХСМа, соответственно, что-то делать. Конечно, Шейкер может подключиться, как я уже говорил, благодаря Шарду, благодаря Фиссуре, он может подключиться в любую драку, но это уже будет зависеть напрямую от колов его тиммейтов. То есть, если, например, Найкс или Бристолбэк скажут, вот, я хочу пойти подраться, я очень сильный, то он всегда подключится, где-то постоит сбоку. Но если такого кола нет, он спокойно может набирать, и, как мы видим, если обращайте внимание на крипстаты, по крипам у него все супер замечательно, я включаю нетворсы, по нетворсам тоже все просто замечательно. И при этом скорость его фарма, она не упадет ни на какой стадии игры, потому что когда он купит Каю, вот эта комбинация фиссура плюс тотем на линии, она становится еще проще. То есть там не важно уже, по-моему, сколько хп у крипа, ты просто фиссура тотем, вся пачка упала. Ну, дальше мы это, собственно, увидим. Где последний? На кабачке спалился. Добить! Красный! Найс! Отлично! Еще одна выигранная игра, ребята, в нашу копилочку. Как и договаривались, чатик. Поэтому что, буду уже оффать. Бэмс. Всех обнял. Если чуть-чуть еще вдаваться в подробности героя Шейкера, почему он не теряет актуальности, это его таланты. Это А. Потому что 50 урона от Aftershock, вы сами понимаете, что на каждое заклинание, которое он будет кладывать плюс 50 урона, это очень хорошо. Я видел, иногда берут 200 кастранджи на Фишер, но мне кажется, это больше связано, например, там, против какого-то Бейна, если с дистанции, или какого-то суппорта. Но, как правило, берут Aftershock. На 20 уровне, естественно, берут урон с Эхосама, потому что у тебя весь билд говорит о том, что ты либо взрываешь какого-то героя, какой-то таргет, либо ты просто стоишь и ждешь. Соответственно, урон от доп тотем, от enchant тотем, никакого смысла не имеет. Ну и, соответственно, на 25-м, скажем так, разные игроки по-разному делают, но в основном берут перезарядку enchant тотема, чтобы пассивкой постоянно дамажить. Некоторые брали перезарядкой Эхосама. Сказать, что правильнее, что лучше, честно, я не могу. Просто даю информацию, что чаще брали левый, чем правый, но правый тоже иногда брали. А дальше выбор делайте сами. Я думаю, в принципе, и сами понимаете плюсы и минусы. Один перезарядка Эхосама не самый плохой талант, но в лейте у тебя тимфайты происходят не настолько часто, чтобы прям часто использовать эту перезарядку Эхосама. А тотем это более такой стабильный, простой вариант, чтобы в тимфайте больше импакта вносить. 20-я минута. Как обычно на тир-1 сцене у нас и происходит, какой-то смог, Шейкер начинает этот файт, и есть, соответственно, вот та вещь, о которой мы говорили в прошлый раз. У каждого героя есть, своя задача. Иногда задача начать тимфайт, иногда задача нанести урон, иногда задача застанить. И здесь можно по-разному на эту ситуацию среагировать или по-разному анализировать. То есть, например, почему не было инфеста на Экса, почему суппорты как-то разошлись, не были никто готов чуть-чуть его поддержать и так далее, и так далее. Но суть проста. Если ты начинаешь драку, ты либо должен был заберстить этого Марса, либо ты должен быть уверен, то есть удостовериться в том, что твоя команда готова нанести по твоей станы урон. Ну и в данном моменте, соответственно, ГПК ошибся. Уж кто виноват, мы здесь не... мы не хотим в этом разбираться, нам, честно говоря, все равно, кто виноват. Мы смотрим для себя. А для себя мы делаем простой вывод. Здесь никто не был готов, соответственно, этот врыв просто не нужен был. Нужно было бы спокойно просто подождать. Не говоря о том, что мы еще можем думать о Шейкере как о герое таком, что он не инициатор, он должен быть контр-инициатор. Может быть, инициацией он обязан заниматься, но тогда нужен Найкс, который под него нанесет урон, либо Бристолбэк, который уже будет готов на какой-то red-click damage носить. И в целом тут закономерно они проигрывают драку, потому что, без Эхосама, откровенно говоря, тяжело выиграть драку, но стоит отдать должное команде ПОП, потому что они напали первые,
Соответственно, в целом все закономерно, как говорится. Дальше мы будем наблюдать очередной приятный геймплей на шейкера. Это то, что он на самом деле очень быстро фармит. Одна из таких деталей, которые многие игроки упускают на более низких уровнях, это эффективное использование способностей. И это кажется чем-то понятным и простым. Помните, что иногда вы вот таким можете заниматься. То есть не просто фиссуру вверх нажал, все, попал в кентавров, я молодец. Но даже так смотрим, маленький кэмп умер на шейкере. И так, в принципе, во многих частях карты. То есть у нас есть вот тут 2 кэмпа, которые рядом находятся. Вот эти кэмпы относительно рядом находятся. Можно чуть-чуть подагрить, нажать фиссуру, застанить. Кроме вот этих, это, соответственно, вот эти и вот эти 2 компа. То есть просто помнить, что это возможно. Чуть-чуть эффективнее нажимать спылы, сэкономить ману и так далее, так далее. И дальше, соответственно, КПК просто пушит вейв. Вот, кстати, момент, да, где мы можем четко убедиться в том, что вот этот билд через Кая плюс талант плюс тотем убивает всю пачку. И это очень неприятно, потому что, в частности, на International, для тех, кто не смотрел, или тех, кто смотрел, просто подтвердят мои слова, у нас очень много игр затягивалось. И команда, которая у нас затягивала игры, в частности, это была Extreme и Falcon, а эти 2 команды как раз были тоже большими любителями шейкера мид. И это тоже одна из причин, почему игры затягивались. Потому что, идет пачка, он ее бах, хлопнул. И ничего с этим не сделать. Тебе нужно быть готовым атаковать, а не всегда ты готов атаковать, не говоря о том, что не все герои могут быстро среагировать на это, потому что, фиссура плюс тотем, это весьма быстро кастуется, и дальше шейкер может в любой момент блинкаут просто нажать, либо даже дать фиссуру, попасть по мили-крипам, блинкаут и потом дать тотем. Тяжело с этим что-то сделать, поэтому да, в этом плане шейкер весьма-весьма хорош. И дальше, соответственно, по айтем-билду здесь можно проявлять фантазию разную. Кто-то может подумать о каких-то, я даже не знаю, Кая Сэндж, Лотар, Акторин быстрый, что угодно. Но, тем не менее, шейкер герой такой, который рано или поздно должен прыгнуть с ЭКСМом. И если что-то этому мешает, вы должны с этим что-то сделать. Соответственно, если вам мешает прыгнуть, в частности, Disruptor, в частности, Марс, это может быть Global, что угодно может мешать вам прыгнуть и нанести прокаст, вы должны купить шмотку, которая вам это поможет. И эффективнее, чем БКБ, шмотки, к счастью, не существует в доте. Поэтому, я бы сказал, 90-80% игр шейкеры покупают как раз-таки БКБ весьма рано. Иногда я даже видел, честно скажу, без Каи, через шар, то есть Блинк, шар, БКБ, даже такой билд делали. Но это больше похоже на третью позицию шейкера. Все же мид-шейкер, может себе позволить чуть-чуть пожаднее играть. И, соответственно, у нас продолжается вот этот кач шейкером. Что вообще еще БКБ нам меняет с точки зрения нашего геймплея? БКБ нам как раз позволяет начинать драку, именно даже не использовать ХСМ как какой-то большой-большой дэмэдж, а именно просто прыгнуть и выжить. Потому что на многих инициаторах напасть, на самом деле не так сложно. Выжить после нападения становится иногда сложно, потому что, тебя какой-никакой суппорт или корп может просто подцепить. Я думаю, многие из вас играли против шейкера или даже против какого-то другого героя, который, он противный. И шейкер один из таких противных героев. Ты его хочешь убить. Но если он выживает, он становится еще более противным, потому что он прыгнул, он сделал свой импакт, и ты либо его убиваешь, но, с одной стороны, ты убиваешь героя, который уже внес свой импакт. То есть ты, не настолько эта смерть приятна, как если бы ты убил его до ХСМа, например. Но если ты его не убьешь, он начнет фиссуру тотем тебе постоянно нажимать. А какой-нибудь морф, который дерется с Найксом, в целом морф сильнее Найкса. Там на 6 слотов, на 5 слотов, просто посильнее морф. Но если в морфа будет постоянно прилетать станы, тут уже не все так однозначно. Мало кто про это задумывается, что иногда вот эти кор-матчапы, я не знаю, любой можете в голову привести, даже Медуза Свен, например. Он кажется такой, что в целом-то Свен может убить Дузу, но если Свена разок застанет, и Дуза убьет Свена, и от обратного. Герои по типу шейкера эти матчапы нарушают. И, как мы видим здесь, кажется, всю жизнь Морф был контрпиком на Икса, но сейчас уже не все так однозначно, в частности, потому что есть шейкер, в частности, потому что есть Бристол, который тоже может помочь, есть Бейн, есть ВРК. Мы можем, придираться к нему по-разному, потому что, что ж вы делаете, вы снова напали на СХСМ и не убили, таргет, который вы фокусите, и это тоже, первое, это скилл,
своего рода, когда вы должны понимать, сколько урона вам нужно нанести, есть ли у enemy сейв и так далее, и так далее. Но стоит отдать должное команде ББ, то, что они здесь просто адекватно реагируют. Ошибки случаются, поверьте мне, даже самые лучшие команды мира допускают с десяток, с 20 крупных ошибок. Но мелочи, или точнее действия, то, как вы реагируете на свои ошибки, то есть то, что происходит позже, это тоже очень важный аспект. И как мы видим здесь, да, Шейкер ошибся, но вовремя просто ББ вышли, ничего с этой ошибки не произошло, и дальше просто, если они адекватно среагируют, то, что мы не можем прям просто драться без какой-то причины, никаких проблем у ББ не будет. Здесь они просто пытаются реализовать Аегис, сломав Т2 вышку, но это все может закончиться неприятно для Найкса. Но в какой-то степени повезло, скажем так, Найксу. Найкс не хватило им дэмэджа, потому что ГПК подстанил Морфа, Морф, соответственно, не бил в Статик Шторм вообще этого самого Найкса, и отделались малой кровью, но в целом, я бы даже сказал, это хорошо для ББ вышло, потому что когда нету Эхослэма, Бум пытались выиграть какую-то драку, даже Аегис сняли, но по итогу не убили Найкса. И, соответственно, ББ, здесь играют, так сказать, на грани, но они понимают свои лимиты. Как вообще у нас в идеале, если мы говорим прям идеальный расклад, как ты хочешь драться на Шейкере? Ты хочешь на Шейкере подождать момент, когда 5 героев сойдутся в одну точку, и ты туда дашь Эхослэм. Это самая, наверное, глупая и простая фраза, которую можно произнести, но это действительно так. Ты хочешь, чтобы enemy, то есть вражеские герои, они каким-то образом ошиблись или их кто-то подпробил, и ты прыгнул, их просто всех взорвал. И у ББ в этом плане все хорошо. У них есть Найкс, который может танчить, у них есть Бристол, который может танчить, и нужно просто выждать этот самый момент. Но, с другой стороны, у ББ некому начать драку. Можно сказать, что ГПК сыграл плохо на Шейкере, но на самом деле, на таком уровне ребята понимают, что нету смысла пытаться ждать 5 оппонентов в одной точке, если ничего с ними не происходит. То есть вот представьте ситуацию, просто стоит Найкс и просто стоит Морф. Почему к Морфу должно подойти 5 героев? Да никогда этого не произойдет, потому что Найкс сам по себе вообще не угроза Морфу. Но только если Шейкер прыгнет, становится угрозой. И именно поэтому ГПК, соответственно, эти все файты начинает. Это, для тех, кто, если может, не понял, почему ГПК постоянно пытается начать эту самую драку. Если немножко уже подытожить это все дело, то самые, наверное, распространенные ошибки, которые вы можете допускать на Шейкере, это прыгать в один таргет, когда вам не хватает урона или нету союзников. Это, такая базовая ошибка, вы даже видели ее у Данька, ее, стоит избегать. Потом второе, это терять позицию. На Шейкере очень важно иметь хорошее понимание позиции. Нужно иметь чувство моментов. То есть нужно понимать, когда нужно постоять, когда нужно прыгнуть и так далее, и так далее. И здесь все зависит не только от вас, и от ваших тиммейтов. То есть если Бристолбэк не пойдет вперед, то и для вас момент никогда не создастся. И это не значит, что вы должны бесконечно ждать. Вы можете попросить Бристолбэка пойти затанчить, и вы потом выиграете тимфайт. Потом, если мы говорим про шмотки в лейтгейме, у Шейкера выбор лейтгейм шмоток не настолько большой, но, как правило, это Актарин, Рефрешер, иногда Шива, иногда Лотар можно купить, чтобы прям позицию самому себе создать. Но суть в том, что вы просто набираете шмотки, которые позволяют вам все больше и больше либо дэмэджа с Эхослэма внести, если это нужно, либо больше станов. В данном случае взорвать Морфлинга Шейкер не может, как минимум, потому что Морфа есть шард, соответственно, он всегда нажмет перекачку. И поэтому выбор Актарина здесь я супер-супер одобряю. Ты просто бесконечно будешь спамить фиссуры, тотемы в тимфайтах и начинать, соответственно, как можно чаще. И дальше, соответственно, игра не так важна уже, потому что, я думаю, плюс-минус все понимают, что с большим преимуществом ББ тут закроют. Но важно, опять же, понимать, что Шейкер — это герой, который может иногда и инициировать, и контр-инициировать. И иногда, когда вы охотитесь за соло-киллом, и вы чувствуете дэмэдж, абсолютно нормально нажать на соло-килл. Но в тимфайтах помните, что вы должны менять свою позицию и менять свою роль. Вот, собственно, информация, наверное, про Шейкера. Если я, ребят, что-то упустил, а такое, конечно же, всегда может быть, пишите об этом комментарии, потому что эти видео для вас. Я хочу, чтобы они были максимально крутыми, чтобы я тоже, может, стал где-то лучше. Поэтому, да, ждите следующего выпуска.